Орхидея азиатский коралл. 1,5 года назад все листики у этой орхидеи облетели, и она дала вот такую детку. Детка уже взрослая, ее нужно отделить. Чем мы сегодня и займемся. Для того, чтобы отделить детку, я ее достану из горшка. Корни у детки сверху, но есть корни, уходящие в грунт, есть растущие корни. Вот в таком состоянии детку можно отделять. А потом мы с вами решим, что делать с материнским растением. Но вот еще одна незадача. Один корешок, наверное, это корень этой маленькой детки. И такой растущий корень хотелось бы сохранить. Но иногда бывает сложно вырезать у горшка жесткий пластик. И не всегда это удачно получается. Но всегда пробую это сделать и стараюсь не сломать корень. И получилось ли это или нет, сейчас узнаем. Конечно, за это время корни материнского растения давно пропали, но какие-то, может быть, остались. Сейчас мы с этим попытаемся поработать. Так, для того, чтобы начать операцию по отделению детки, всегда не забывайте обрабатывать инструменты спиртовым раствором. И дайте 10 секунд для того, чтобы спирт испарился на секаторе. Вот сейчас вам еще раз буду показывать, где соединяется материнское растение и детка. Вот место соединения, место начала роста этой детки. Здесь и нужно их отделять друг от друга. Завожу секатор, стараюсь не поранить корни молодого растения и одним движением отрезать детку. Ну вот видите, не получилось. Один корешок я отрезала. Ну все бывает, как всегда. Кстати, сухой тут есть. Ничего страшного, сухой значит сухой. Тут самое главное сейчас разделить и отделить вот эти корни, приросшие к керамзиту, и даже сросшиеся с корнями материнского растения. Лучше бы это было делать, когда корни влажные, но тогда будет очень неудобно отрезать это все. Остался пенек, и вы сейчас удивитесь, он нам пригодится. И вот растущие корни детки. Это который мы спасли. Этот корень находился в горшке и несколько воздушных корешков. Обработка среза обязательно. Я обрабатываю перекисью водорода. Также можно обработать корицей или толченым углем. И так как пенек нам тоже очень важен, срез на пеньке обрабатываю. А что я буду делать с пеньком, я расскажу вам в следующем видео. Это будет
новый плейлист и новые интересные истории, мифы и реальность. Но это будет следующее видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Как посадить такую детку? Корни сухие. Вы это сами прекрасно видите. И если я сейчас их буду направлять в горшок, я обязательно сломаю один, а может быть и два корня. И для того, чтобы с наименьшими потерями посадить орхидею, нужно поместить на час эти корни в чистую, теплую воду, а потом сажать. Что, Сёма? Возвращайся. Тебе не понравился запах спирта? Ну, заходи, все. Операция закончилась. Вода для купания орхидеи должна быть от 28 до 32 градусов. Корни помещают даже с керамзитом. После того, как корни напьются воды, керамзит отделяется от корней легко. Вот так. Пусть корешки напьются воды. Как я определяю, когда корешки полные, они сначала станут зелеными, а потом, когда корни станут ровные, гладкие, без углублений, без вмятин, вот тогда корни орхидеи набрали в себя достаточное количество воды. Пусть стоит, пусть плавает. У нее сейчас водные процедуры. К нам тоже пришла осень. У нас холодно. За окном идет дождик. Продолжает цветение ванда. Очень легко отделяется керамзит от корней. Кто-то меня спрашивал, а почему я сажаю опять керамзит, но эти керамзитинки отделяю. Мне так больше нравится. Никаких причин, чтобы специально убирать эти керамзитинки, нет. Но я предпочитаю новую посадку в новый керамзит. Но если я какую-то керамзитинку не смогу отделить от корня, конечно, я ее оставлю. Но все очень легко отделяется. Ну вот, кстати, один шарик керамзита не отделяется. Вот его я и оставлю. Двойной горшок 1,6 литра. И вот когда корни влажные, их очень легко направить в горшок. Корни распределяю так, чтобы можно было поместить орхидею по центру горшка. И вы вначале видели, что эта орхидея росла в керамзите, поэтому посадка будет тоже в керамзит.
Шея орхидеи должна остаться на уровне грунта. Ни в коем случае нельзя засыпать шею орхидеи грунтом. Должно быть движение воздуха. А корешки должны быть все засыпаны корой, керамзитом, любым грунтом, в который вы сажаете орхидеи. Ну вот, так все несложно. И детку отделить, и посадить. Видны корешки у стенок горшка. И орхидею буду поливать в следующий раз, только когда просохнут корни. Первый полив делаю чистой водой. После этого начинаю удобрять орхидею. И чередую поливы. Полив с удобрением и полив водой без удобрения. Вот так несложно отделить детку. Но видите, какая она взрослая. Я стараюсь отделять только такие детки, крупные, если это возможно. Но бывают разные ситуации. Иногда приходится отделять очень маленьких деток. И это я вам все показываю. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.